Привет, друзья! Если вы тоже мечтаете об открытии для себя новых уголков планеты и любите приключения, то вы на правильном канале. В предыдущих выпусках мы покорили самый большой водопад и исследовали сердце Катманду, его главную площадь Дурбар. Сегодня я приготовил для вас настоящий кулинарный шедевр из путешествий, а главный ингредиент – это сожжение людей на костре. И мы увидим это дикое зрелище собственными глазами. Так что отбросьте все дела, присаживайтесь поудобнее, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Ну а мы начинаем. Мы приехали в Лалитпур, это соседний город от Катманду. Ехать плюс-минус 40 минут. Показывает Google там 20-30 минут, нифига подобного. Здесь просто дикие пробки, то есть невероятно какие. Недалеко от одной достопримечательности, дальше вы увидите ее. Мы нашли платную парковку, то есть час стоит 40 рупий. Как бы в принципе недорого, вам выписывают билетик такой. Но мужчина не мой, он не понимает. Ну ничего страшного, в общем, каски можно оставить, то есть в принципе безопасно, поэтому я считаю, нужно здесь оставлять. Но как нам перебежать? Стой, так, половину дороги переходим, встаем, пошли дальше. Ой, ну тут, конечно, не для слабонервных. Чтобы попасть на саму площадь Дурбар, необходимо оплатить входной билет. С нас, как с иноземцев, 1000 рупий за человека. У нас просто сейчас еще 2000 содрали за вот эти вот бумажки, чтобы мы посмотрели на реконструкцию, как всегда. Вот, собственно, нам фартит. Стоит отметить, что концепция Дурбарс уникальна для Непала, и они были построены с целью служить центром жизни и культурных событий городов. Вся площадь Дурбар не только представляет собой отличный пример древней архитектуры, но и является наследием прошлых эпох. Это место является музеем под открытым небом, где можно понаблюдать за искусством и архитектурой древнего Непала. Вот в такие узенькие проходы мы пробираемся. Здесь, кстати, просто два здания соединены. Точнее, они не соединены, здесь между ними 80 сантиметров. Просто покажи, пожалуйста, Кать. 80 сантиметров, то есть, ну, это расстояние. И, видимо, улочку здесь заложили кирпичом. А здесь множество экспонатов, все ручной резной работы, выполненные мастерами местными. Ну, в принципе, неплохо. Мне очень нравится. И здесь, знаете, так ощущать комфортно, ну, приятно, точнее, да, внутри, спокойствие. И здесь, кстати, меньше людей, чем в Катманду, допустим, на площади той же. Тоже очень интересно, очень необычно, но, к сожалению, там очень много людей. Вот здесь тоже все немножко к обезьянам, как вы заметили. Здесь вообще, в принципе, много таких моментов, да, где храм обезьян там, и так далее, еще что-то. Здесь, смотри, змея идет. Что же бы это могло обозначать? Кто знает, пишите комментарии. И вообще, если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это сейчас, потому что дальше еще будет интереснее. И ставим пальчики вверх. Одним из интересных фактов является то, что площадь Дурбар была домом целой династии правителей, начиная с 14 века. На площади было построено множество дворцов, храмов, монастырей, киосков и фонтанов. И каждый элемент уникален и имеет свою историю. Важным элементом являются также каменные платформы, на которых проводились астрономические и культовые обряды. Ну и мы тоже немножко умоемся, руки охладим. О, как хорошо, Господи. С
Следующий интересный факт – это то, что площадь Дурбар была признана всемирным наследием ЮНЕСКО, а также названа одной из самых красивых площадей в мире. Здесь вы найдете множество туристических объектов и достопримечательностей, которые стоит увидеть своими глазами. Также тут растет авокадо, помело, бананы, Да здесь манго, много, мне кажется, чего растет. папайя, очень много. Все экзотические фрукты, которые типа называются в России экзотические. Тут для них это норма. Так что, уважаемые путешественники, если вы собираетесь посетить эту площадь, не забудьте захватить с собой камеры, так как это место удивительно фотогенично. Не, ну места здесь реально, ребят, крутые. Вы только посмотрите, Я сколько там здесь люблю. фотографий можно сделать. Это, ребята, у нас один из местных двориков, старых. И смотрите, какой просто стол раньше, да, во дворе делали. Он из глины, ну, то есть вот эти вот плиточки. У них здесь этого строительного материала навалом, как вы понимаете, из Гималаев. И, соответственно, вот такие вот красоты они делают. Вот. И как там обжигают и прочее, я уже вдаваться в подробности не буду. Ну что, краса моих очей, что скучаешь? Любуюсь. Какой ты красотой любуешься, вау! А там люди, смотри, суетятся, подданные наши. Да, а я из башни гляжу. Спасать тебя надо. Надо. Спасти тебя, конечно, можно, но мне и самому на самом деле не хочется покидать столь прекрасное место, ведь Паттан считается одним из самых красивых городов мира из-за его огромного количества достопримечательностей, поэтому название города сегодня принято Лалитпур, что и означает в переводе «город красоты». Раньше это был один из самых больших городов мира. Даже не верится, что сегодня людей практически нет. Расцвет Паттана пришелся на 16-18 века. Лалитпур или Паттан – второй по численности населения город в Непале. Вот так, собственно, здесь все устроено. Старые такие древние улочки. Ну, как старые, древние, тоже 200-300 лет, наверное, мне кажется. Все пошарпано, лавочки местные здесь торгуют кто чем может. Кто специями, кто аксессуарами, кто какими-то, не знаю, там, продуктами, водичкой и прочее. В Непале все настолько запутано, как эти, собственные провода, камеры даже, видите, вот так вот. Какие-то пешеходные дорожки, там еще что-то, переходы, знаки, может быть, на дорогах. Здесь, мне кажется, об этом слышали только где-то из уст европейцев. Вот я вообще, честно говоря, не понимаю, как здесь, какая здесь штрафная система, как они вообще успевают там отслеживать какие-то моменты в плане там правонарушений со стороны водителей. Как тут вообще можно уследить, какой из этих, не знаю, байкеров нарушил движение. Следующее место — это Golden Temple, это золотой храм. Он находится среди улочек, такой неприметный, незаметный, поэтому не пропустите. Пойдемте посмотрим, что внутри, но мужчины посоветовали и сказали, что это прям вау. Аккуратно. С нас сотню снимут, да? Сооружение представляет собой золотую пагоду, состоящую из 3 этажей. Она была построена королем Бхаскаром Верма в 12 столетии. Правда, некоторые источники указывают на 15 век. Этот исторический храм Вихара впечатляет своим убранством и архитектурным великолепием. Монастырский комплекс расположен в паре шагов от знаменитой Королевской площади Паттана. При этом он скрыт от шумных улиц и толп людей. Узкими проходами и тесными переулками святыня считается одной из самых посещаемых среди туристов
и наиболее почитаемой среди местных жителей. Это религиозный центр для всех паломников из долины Катманду. Но вы не подумайте, это не золотой храм из золота, а сделан он из бронзы. Мы сейчас приехали на сожжение людей, то есть это шоу, вот, но пахнет смогом. Не знаю, чего тут приятного. Деревом Сейчас просто. посмотрим. Вот, ну, парковка, как всегда, платная. Сколько, кстати, парковка? Я Час. не знаю. Не спросила. Нет, ну если нам удастся незаметно уехать, окей. Да как там не удастся, там, блядь, все в веревках Ну вот. это. Ладно, короче, сейчас разберемся. Опять с нас просят денег. 1000 рупий. С каждого. Вы понимаете? Почему Все проходят, а мы нет? все проходят, а нас не пускают. То есть, смотрите, все индусы, они проходят, их пускают без тикетов, нас с тикетами только. Пойдем или оттуда посмотрим? Оттуда посмотрим. Вон корова мучит. Смотрите, ребят, вот нам продали 2 таких картинки за по 1000 рупий за картинку. Я увидела трупскую ногу. Где? Вон лежат в мешках. Ты снимаешь? Да. Я увидела трупскую ногу, она там в мешке лежит. Человеческую. Они сначала с ними, наверное, что-то делают, потом на костюк, не знаю. Здесь, получается, сейчас происходит, ну, то есть саван закутывают и готовят к сожжению. Скорее всего, семья прощается, как мы это видим. По-моему, это наоборот радость. Это, думаешь, радость? Да. А что орёт так? Как будто... Это такой обряд, песню поют. О, вот так вот. В общем, все собрались наверху, как вы видите, много очень людей. И все ждут сожжения. А с местными здесь, знаете, получается, а-ля дедушки такие в нарядах традиционных, они, получается, за деньги с вами фотографируются. Вот так. Запах тут, конечно, друзья, если вы сюда поедете на это сожжение, то будьте любезны обязательно. Берите с собой какие-то маски, средства защиты и так далее, потому что здесь людей сжигают, как вы видите. Сейчас еще поднимемся на храм, да, Кать? Там корова. Аккуратно, там Бык. бык. Кремация в индуистской культуре не является траурным ритуалом, ведь каждый человек живет много жизней, проходя множество перерождений, и если человек жил правильно, то в следующей жизни он как бы переходит на следующий этап. Больше всего индуисты мечтают однажды не родиться, перейдя в состояние мокши. Одним из способов увеличить шансы достичь мокши является погребение в правильном, самом священном месте. В Индии таким местом является город Варанаси, куда мы с вами отправимся в одном из следующих выпусков, а в Непале это храм Пашупатинатх в Катманду. Из-за этого он притягивает индуистов с разных концов страны мира. Довольно часты случаи, когда для кремации сюда привозят тела индуистов из США или Объединенных Арабских Эмиратов. После того, как приготовили, омыли, получается, омыли, омазали, там прочее, в саван завернули, трупы уносят сюда и уже здесь сжигают, как вы видите. Ну вот как-то так. Вот горит человек, вот еще горит, вот еще и еще. На территорию комплекса приходят старики доживать свои дни. Многочисленные астрологи подвязаются на том, что предсказывают им дату смерти, и они заранее готовятся к кремации именно в этом священном месте. Здесь, конечно, без попрошаек не обходится, их здесь очень много, просто на каждой, наверное, ступеньке практически сидят, ну, на каждые 3 ступеньки.
Вот. Обезьянки какие-то злые тут. Вообще максимально. Кремация – это довольно дорогое удовольствие. Цена доходит аж до $200, что является совершенно неподъемной суммой для подавляющего большинства жителей Непала. Высокая цена обусловлена популярностью места, а также высокой стоимостью дров. Те, кто не могут себе позволить кремацию в Пашупатинатх, кремируются с меньшим пафосом в менее святых местах. Также есть практика, когда бедняки собирают остатки дров из чужих погребальных костров. В свою очередь, представители богатых семей могут использовать для кремации дорогие сорта деревьев. Остатки пепла и дров смываются в реку. Каждый день рабочие чистят территорию, просеивают и промывают через сито золу, угли и прогоревший грунт с целью найти драгоценности, которые родственники не имеют права снимать с умершего. После солнечного дня у нас опять пошел дождь, но мы добрались до ступхи Боднатх. Правильно произнесите, там напишите кто-нибудь комментарии свои. Но это место, это одна из 3 главных ступх, опять же. Мы вторую уже за сегодняшний день посещаем. Сюда, то есть, можно пройти пешком, нужно где-то в квартале поставить будет мопед, и все, в принципе, просто кидаете. Ну, единственное, каски придется забирать. А так, давайте насладимся. Это самое священное место в городе и основной центр тибетского буддизма в Непале. Боднатх очень одухотворенное место, пожалуй, самое проникновенное в Катманду. Вокруг ступы построены десятки монастырей по всей равнине. Они представляют практически все традиции и направления тибетского буддизма. Там же располагаются 3- и 4-этажные дома с сувенирными лавками, магазинами и ресторанами. Здесь туристы находят информацию о курсах медитации и с интересом наблюдают за паломниками-индуистами, которые выглядят очень экзотично. Недолго думая, мы обошли вокруг ступы, изучив все возможные кафе и рестораны, и остановились на более-менее подходящем, как нам на тот момент показалось, по цене и качеству. В общем, мы за сегодняшний день, это итоговый такой, да, у нас промежуток, задолбались слегка, потому что там 365 ступенек, здесь там 100, там 100, ну и так далее. Короче, обгорели слегка участки, которые не защищены были от солнца. Но сейчас мы опять кушаем момо традиционное, сейчас с бофом опять как бы, но не в супе. То есть мы разнообразие такое делаем. На ступе Будхи с видом очень здорово, очень красиво. Ну и, ребята, в принципе, на этом сегодняшний день наш заканчивается. Пойдемте позавтракаем и отправимся в соседний город-спутник. Там, говорят, храмов больше, чем в Катманду. Завтрак, в принципе, как всегда у нас, все одно и то же, но зато это все натуральное. То есть сосиски натуральные, картошечка, лепешечки, панкейки, точнее, и салатик, кашица. Прекрасно. Да, Катюш? И вот, наконец-то, мы в городе Панаути. Здесь довольно приятно находиться. Людей, как странно, нету. Вход сюда для местных 100 рупий, для нас 300. Но почему-то на входе никого не было. То есть сейчас какой-то там праздник проходит, не знаю, поедем посмотрим. Но здесь, вот, знаете, атмосфера такая, как будто все застыло, я не знаю, так... века на 3 назад, и
все так интересно сделано, резная работа, большие арки, расписные, узорчатые, очень красиво, невероятное строение из дерева и кирпича. Но ехали мы на самом деле сюда, я скажу вам, такси. Давай лучше Катя расскажет нам про это. Из новостей. Вчера ночью мы ходили в аптеку, чтобы намазать Ромины руки, потому что они у него, посмотрите, синие, он настолько сгорел. И мы подходим к аптеке, и она уже закрылась, и мы девушке говорим, плиз, она дала какой-то местный крем катмандушский. Мы не верили в него, если честно, но на утро проснулись, ничего не болит, какой-то волшебный крем. Ой, ехали мы хорошо, но эта дорога была не очень интересная. Вот когда мы ехали на водопад, например, там так красиво, горы и так далее. А вот по городам ездить одно и то же. Вот ты заезжаешь в город, и все одинаково, все дома одинаковые, люди одинаковые, продаются одно и то же. Но увлекательно. По науке сейчас скажем, стоит ехать, не стоит, но пока первое впечатление не стоит. Посмотрим. Изучив информацию в интернете об этом городе, мы наткнулись на весьма привлекательное описание. Диковинный по науке, древний неварский город для тех, кто мечтает об открытиях, один из старейших городов в Непале. Поедем дальше, посмотрим, что за городок. Солнце, конечно, печет, нормально. Годы исследований и поисков в старинных рукописях до сих пор не могут разведать его историю и до сих пор не могут узнать точную дату его основания. Мифическая атмосфера окутывает узкие головоломные улочки и древние структуры. Один из самых прекрасных архитектурных ансамблей в Панауте – это его храм Индришвара Махадева, посвященный Шиве. Он окружен многими храмами и святынями меньшего размера, но бесспорно внушительная трехэтажная структура в стиле пагоды превосходит все остальные. Декорации храма – это резные скульптуры, они по-своему уникальны. Изображения божеств, животных, птиц, цветочных орнаментов не могут не привести к мысли о том, насколько тяжела была работа резчиков. Храм был основан в 1294 году для лингама, антропоморфного символа Шивы. Таким образом, он считается самым старым из существующих храмов Непала. Звучит довольно интересно, и мы, естественно, отправились изучать этот старинный город. Но преодолев 1,5 часа езды на мотоцикле по пыльным дорогам Непала, мы немного разочаровались от увиденного. Все в полузаброшенном, в полуразрушенном состоянии, не столь яркое и красочное, как везде было описано. Местные жители малоактивны, они смотрели на нас, думая, что же мы забыли в их деревне. В этом месте будто время остановилось. Эта поездка не оправдала своих ожиданий, и второй раз мы бы сюда не приехали. Ну а как считаете вы, напишите ниже в своих комментариях. Рома заехал кому-то просто в огород. И так и задумывалась, да, скажи еще. Мы чуть не скатились, вот дрифтанули задом. Что, скажи свое оправдание, что-то. Все так и планировал. Я такой думаю, где я могу дрифтануть? Ну вот. Приехав в Панауте, мы ничего интересного так и не нашли. Та площадь, ну как площадь, вот здание оказалось платным, 300 рупий. К нам подошел мужчина в итоге, но я сказала no money, we don't have money.
короче, еле уговорила, и мы не заплатили за это. Ну, мне даже не хотелось, просто там ничего такого интересного прям не было. Вот, и мы все-таки вернулись в предыдущий город, называется Бхактапур, и хотим прогуляться по нему пешком, может быть, что-нибудь найдем интересненького. Это, опять же, очень древний старый город. Здесь подпорки везде, ездят все на мопедах, на машинах проезжать нельзя, хотя здесь пешеходные зоны должны быть, но по факту их нету, к сожалению. Но вот эта вот старина средневековья, она чувствуется и здесь. Так что пойдемте гулять. Может быть, удастся нам обойти 1800 рупий за вход на площадь Дурбары. Здесь настолько все запутано, и я прям не знаю. Кто-то стучит, кто-то где-то едет, кто-то моется, кто-то кушает, кто-то, я не знаю, молится и так далее. То есть вообще это непредсказуемая страна. Самое забавное сейчас опять, мы уже немножко прошарили просто эту тему, и нужно по картам смотреть ни в коем случае не главные входы, потому что на главном входе с вас по-любому бабки сдерут. Конечно, им нужно платить деньги, но не постоянно, то есть как бы это, сами понимаете. Короче, если туда каждому второму заплатишь, тому 1000, другому 1000, и что в итоге будет? Здесь уже, как вы заметили, меньше людей, чем в Катманду, потому что в Катманду, прям пруд-пруди, да? Да. Но 1800 рупий, красиво, город старый. Мы просто уже только насмотрелись этих строений, что уже каждый раз потом приезжаешь, уже не так удивляешься этой красоте. Да и вообще момент еще в том, что мы уже столько денег просто выкидывали туда, за это, за пятое, за десятое, что уже, честно, не хочется лишние 1000 рупий раскидывать, потому что нам здесь еще несколько дней. Вот такие вот дела. Город святых. Так переводится слово Бхактапур. В 1979 году он включен ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. В долине Катманду он справедливо считается одним из самых интересных мест. Здесь прекрасно сохранились и архитектурные шедевры прошлого, и старинные традиции. Hi, how are you? Good? Namaste. Такие милые. Эта самобытная культура вызывает живой интерес у туристов из разных стран. Старинные храмы, сложенные из красного кирпича и украшенные резными крышами, поражают воображение. Бхактапур – это город-музей, но здесь по-прежнему живут жители, ничего не меняя ни в укладе своего быта, ни в архитектуре города, и даже не особо обращая внимание на многочисленных туристов. В Бхактапуре нет развлечений, привычных большинству иностранных туристов. Здесь не удастся отыскать больших развлекательных центров и парков аттракционов, шумных ночных клубов и дискотек. Главным развлечением у путешественников становятся прогулки по городу и живописным окрестностям. Чтобы попасть на главную площадь бесплатно, не стоит ехать на главный вход по навигатору Google. Вы можете объехать с другой стороны и спокойно зайти на главную площадь. Хотя, насколько ты советуешь другим путешественникам вообще сюда приезжать на месяц, на день, два? О, я честно не знаю. Вот как ездить по всем этим горам? Вот как добираться до этих гор, скажи мне. Где-то на самолете. В этой стране такая фишка. Вот есть место, куда надо ехать, и туда есть и дороги более-менее, и там типа продумано, да? А все остальное, вообще ни разу. Тут приехал, все, иди пешком, иди в гору пешком, везде пешком иди. Мне кажется, для каждого по времени эта страна должна быть индивидуальной. Для нас это всего лишь, грубо говоря, неделя, для кого-то это месяц. Других ребят мы встречали, они уже тут 3 месяца проживают, то есть представьте себе 3 месяца, и говорят, все мало. Добрый день. Долго уже? Нет, месяц, полтора, планирую. Мы на недельку сюда, мы потом в Индию,
И Малайзию. туда дальше, здравствуйте. Клево, здорово. Мы тоже планируем. Здесь хорошо подольше побыть. Подольше, да? Конечно, здесь не обойдешь, здесь здорово. Вы на своем были? Поэтому кто-то хочет просветиться действительно, да, там в буддизм, может быть, податься или еще что-то. Здесь очень много лагерей, здесь очень много вот этой культуры всей. Ну, в принципе, для каждого будет свое. Для кого-то, может быть, и 2, и 3 дня уже будет много, потому что они не приспособлены к таким условиям жизни. У меня таких знакомых, в частности, дофига. И тут просто пошел ливень. Мы спрятались, как настоящие эти сидим. Вот они все тут сидят, любуются, мы так же. Да. А это так мусор собирают. Очень громко музыка играет, и все подходят, мусор выбрасывают в одну машину, грузовик. Что касается шопинга в Непале, хотели вот зашли в магазинчик прикупить какой-нибудь одежды, футболочек. Скажу, что тут не сильно прям дешево. Одна футболка 70 дирхам. Это 1500 рублей, грубо говоря. Ну, в долларах сколько? В долларах это получается Нет, ну 1500 рублей это недорого, а как бы 20 в России баксов дороже. практически. Но Понимаешь, для на наряд таких тебе- стран, на наряд тебе дешевле сделают. да, для таких стран 1,5, в общем, это дороговато, поэтому будем искать в других странах шопиться. Зайдем в обычный магазин, а точнее спустимся в него, посмотрим цены на продукты, как вообще местные живут, сколько тратят. Цен здесь, кстати, Пачка нету. прям. конфет есть, Ну это 595. 595 местных рупий, это Делить получается нужно на что, чтобы люди делили? на 130 делите, и вы в долларах получите цену. Это получается, грубо говоря, 4 доллара. 4 доллара, 4,20, может быть, так где-то. Ну, в принципе, нормальные цены. В плане еды я бы ничего такого не сказал. Да. Ну, как всегда. Но привозное дороже, вон, смотри, это получается... это что, это молоко, это сухое, по-моему, да? Вот в банке 1395, то есть, грубо говоря, 10 долларов, там, 10-13 Надо долларов. посмотреть, главное, картошку, что люди все едят. Мгм. Кофе 835, средняя баночка такая, или даже большая, я бы сказал, маленькая, вот 535 рупий. Делите на 131. Что привезти из Непала, Рома? Какую еду? Из Непала момо надо везти, но как ты их довезешь? Вообще здесь можно, да, что-то типа шафранов, каких-то специй взять. Ну, все, в принципе, в стиле азиатских стран. Все в основном продается в туристических местах, в таких лапочках. В туристических местах, друзья, в туристических местах это дороже. То есть здесь это не так дорого. Это обычный магазин для местных. Из Непала, мне кажется, благовоние привезти, вот эти вот палочки все, вот эти вот, я не знаю, что-то Вчера в такое. магазине бабка накупила себе целый мешок. Ну, потому что она палок. подарит, потом сюда же все-таки приезжают люди, которые именно с таким, ну, как бы, настроем. Вот, кстати, нужно что взять, Катя, так это бритву побриться. 145, 1 доллар, смотри, стоит всего лишь. 145. А тебя потом привезут с ней или нет? Ну, должны Здесь. вообще, это безопасная же бритва. Ассортимент алкоголя здесь, в принципе, плюс-минус, как в России, наверное, можно. Это просто в обычном, простом магазине. Ну и сигареты, как всегда. Есть непальские виды, смотри. Есть непальское пиво, да, они производят. И вина, кстати, тоже. Хлеб по цене где-то вот 140, это булочка такая. 1 доллар, но есть по 8. Ну, есть по 80 даже, да? Ну, то есть от 1 до 8 долларов в среднем цена на хлеб.
Сейчас зашли в небольшое кафе абсолютно, но как здесь, опять же, все круто делают. Сейчас заказали момо, в этот раз жареные. Попробуем, давайте оценим, какие лучше. Так, в остроту в эту помачем немножко. Вкусно, но вкуснее все-таки Вареные. отварные, которые, помнишь, мы в ресторане кушали? Вот такие вот самые-самые, мне кажется, такие. А? Я заказала еще один, сейчас попробую. Жареные тоже? Нет. Не жареные. Вот не жареные, они вот такое. Короче, Я запеченные взяла. я понял. Жареные это вот прямо как, может быть, кто-то пробовал пельмени жарить. Чебурек нет. Да, как чебурек, точно, только маленькие. Реально. Вот, просто вот один в один практически. Ну, больше как снэк. Да, как снэк больше. Так что давайте покушаем еще. Сейчас принесут нам второе блюдо. Третье, точнее, сейчас вот сосисочки еще. Я заказала себе греческий салат. Но что мы представляем себе под видом греческого салата? Помидорчики, огурчики, зеленушка, сыр фета. Смотрим на непальскую версию греческого салата. Морковочка, огурчик, лучок и лайм. Ну просто загляденье. Ну похрустим, что делать, зато с огорода. Мне принесли блюдо, еще одни разновидности момов. Вот, не знаю какие, у них там под непальские, как это называется. Сейчас тоже попробуем. Наполовину поджаренные. Ну какие-то, да. Что какие-то, да. Печки какой-то, наполовину поджаренный. Но у меня с буфалом. Горячее. Давайте подождем сейчас минутку. Очень вкусно. Жирновато, правда, но есть и хрустинка, и мягкая с другой стороны. Очень прикольно. В общем-то, сытно, вкусно. Обязательно, если будете здесь, в этой локации где-то останавливаться, заходите сюда. И здесь также есть доставка. Очень вкусно готовят, реально. В сравнении с дорогими, да, вот какими-то ресторанами, и в сравнении с дешевыми, здесь вот, ну, недорого. 1280 рупий на 2 момо, плюс сосиски, плюс пиво. Вышло, мы объелись, просто порции большие. И в сравнении там с нашим рестораном, допустим, в том же отеле, мы 5200 там с чем-то отдали, ну плюс кальян, ладно, окей, 4 с чем-то вышло у нас, 4 с чем-то рупий, то есть, грубо говоря, в 3 раза, 4 даже раза цена выше, ну, по вкусу здесь я, честно говоря, на 1 балл бы больше дал, потому что разнообразие выбора момо есть, а что здесь традиционно, это, конечно же, момо. Поэтому мы советуем это место, если будете просто вот рядом с отелем находиться, если будете в этих отелях где-то поблизости останавливаться, ну и что, просто наверх поднялся, 6-8 минут идти пешком и покушал себе спокойно и недорого. Когда в ресторанах отелей всегда цены выше. Поэтому я советую это место. Ему плюс однозначно. И хозяин здесь очень-очень милый человек. И знает английский. И знает английский. Вот это, кстати, тоже очень немаловажно. Вот это вот местные аптеки. Вот в такой аптеке мы ночью покупали крем от загара. Тут на каждом углу продают фрукты, бананы, манго. Нам продали зеленое, да, Рома? И Рома ел зеленый банан. Конечно, они дурят нас, потому что у нас есть деньги и дают нам большую сумму, чем есть на самом деле. Овощи вот такие продают. Что тут продается? Давайте посмотрим. Капуста. Hello.
помидоры, редька. Овощи такие же, как у нас. Тут продаются всякие скотчи, инструменты, шланги, трубы. В основном все расположено вдоль дорог, а дорог тут миллион. Магазины все похожи друг на друга. Здесь вот мебель продают. Что нужно? Главное, чтобы крыша под головой была, а внутри уже не важно. Даже у собаки есть точка на лбу. Вот мойка мотоциклов. Wash this one, wash. Price, how much? Money. How much? 150. 1150. 150. We will come. За 150 рупий вам помоют мопед. Я считаю, это недорого, но в сезон дождей таких мопедов сколько они могут перемыть? В таких мастерских проводятся столярные работы. Вы здесь можете любое изделие из дерева резной работы заказать. Собственно, друзья, сейчас вот подстригся, как вы видите, неплохо. Мне также предложили дополнительно сделать масочку на лицо. Сделал массаж. Я вообще не просил. Я, честно говоря, был удивлен, что в таком месте вы бы видели эти ножницы здоровые перед своим лицом. Вы бы, наверное, ужаснулись, и вам было бы страшно. Потому что мне изначально так и показалось. То есть, ну, как можно так в таком месте так стричь? Чувак просто меня, ну, вообще подстриг. Сделал массаж. Я ему в итоге дал не 200, а 300 рупий. Ну, блин, плюс 50%. Просто я не знаю, если бы он назвал другую стоимость, это было бы примерно так же. Но круто, что я могу еще сказать. Тут нечего добавить. В чем плюс, мне кажется, в этой стране? Они все занимаются тем, чем умеют. То есть, может быть, у него был отец цирюльник, может быть, я не знаю, там, мать, честно не знаю. Кто-то здесь делает, допустим, горшки глиняные, кто-то вырезает по дереву резьбу, кто-то просто в такси работает, из маленьких деревень приезжают, обычно здесь в такси работают. Кто-то готовит момо вкусное, поэтому тут все занимаются тем, чем хотят. В Непал можно влюбиться за его простоту и за его добрых людей. Следующий день мы провели без съемок и планов, так как у Кати был день рождения. Катя отправилась на массаж с самого утра, а после мы поехали снова на ступу Будды, так как там сосредоточено большое количество хороших заведений, и мы об этом говорили ранее. Да и энергетика на самом деле хорошая. Катя заказала фирменный непальский горящий шоколадный фондан. Он был безумно вкусным. Как и все в этой стране. Сегодня наш последний день в Непале. Мы решили его провести на природе, потому что шумный и пыльный Катманду немножко утомляет. Короче, решили поехать на водопад. Я нашла какой-то поблизости, недалеко от нашего отеля, в 25 минутах езды. Ну, не знаю, зато красиво. Дождик прошел. Все, поднялись на вершину. Дорога, конечно, вообще. Рома. Как в деревне, как в поселке. Ну что? О, ну ты не хотела через реку перепрыгивать.
Смотрите, как прорывает. Видите, они насыпи делают. Здесь специально мешки. Видишь, это мешки? Ну да, чтоб... Да, то есть специально, чтобы, но все равно прорывает. Как пойдем? Через них? Да вот так вот пойдем по мешкам. Надеюсь, не прорвет с нами. Пока вроде наводнения не ожидают. Прибыли в наше место назначения, и о чем я и говорил. Видите, ступени, то есть залиты, бетонные, нормальные ступени. Но вот внизу, там вообще дороги по факту нету. Там ступенек нету дальше, вот здесь. Вот в той части, скорее всего, просто порвало землю, и, соответственно, они пытались насыпь делать там и так далее. Навезли достаточно немало щебня и прочего стройматериала, но, видимо, не помогло. Также здесь что-то пытались строить. Ну, таких участков очень много, на самом деле. Поэтому и мусор, кстати, здесь тоже очень много мусора. Они немножко вот азиаты, мне не нравится тем, что не следят за чистотой. О, Вот люди. активные, Собака. да. Да не бойся ты, смотри, какой он добрый. Не трогай. Пошли. Посмотрите, как красиво. Там. Hello. Hi, hello. Hello. Раша! Russia. Россия! Россия. You know? Москва! Blog Yes. YouTube. You know YouTube? We have blog in YouTube. Travel. Travel, pro travel. Про Про travel. travel. Буксин, Роман, давай. Что ты всем не раздаешь свой интернет? Бай. Вон было бы плюс 8 подписчиков. Я скромный блогер. Мы скромные ребята. Нам важен, как бы так сказать, собственные результаты, собственный опыт. Не, если, конечно, кому-то наши выпуски будут полезны, это будет, конечно, здорово. Что ж я могу сказать? Спасибо за просмотры и ставьте лайки, как говорится. Ну а если нет, то на нет и суда нет. Зато для нас кадры красивые всегда будут онлайн. Красиво. Ой, какая красота! Вы только посмотрите. Здесь, кстати, даже туалеты есть. То есть, но они настолько в ужасном состоянии, что к ним даже подходить опасно. Мусорные баки почему-то в любом случае не спасают их от мусора, по той причине, скорее всего, что они такие думают: фантик надо в мусорку, зачем, можно рядом с мусоркой же В самом городе, потому что нет баков, и они не приучены. Ну да. Здесь, смотрите, есть храм, я не знаю, как хорошо меня слышно. Вот он прямо под этим огромным камнем, скале получается. Также водопад, но это уже небольшой после того, что мы видели с вами. Вот. Но в любом случае приятно. Единственное, вот денег этой стране не хватает, чтобы развить это все. Так если бы такие мысли у меня были в голове всегда и в России, то России тоже не хватает, получается. У нас тоже очень красивые места есть. Эх. На Крым похоже, скажи. На Крым похоже, да, здесь тоже небольшой водопад. Все, я выбралась оттуда. Стоит, снимает меня. Фу, ужас. Ну что, как сходила? Потрясающе, там такое внутри. Да, Рома, ты что? ты, конечно, такой дурачок, что не пошел. Жаль, Там жаль. вообще бомба. Да? Вот они знают, а ты не знаешь. Ну, когда они узнают, это значит и я узнаю. Не монтировать в Мне любом очень случае. так вообще
Я увидела Хорошо там тебе, да? Бога. Ну все, слава богу тогда. Правда, боги у нас с ними разные немножко. Ну, Так, да, ничего. ножки бы помыть после этого божественного храма. Ну что, едем сдавать байк? Грустно так, слушайте, кошмар. Не хочется отсюда уезжать. Сейчас, кстати, доедем и расскажем вам в плане, были подводные камни или нет. То есть будем что-то еще платить. Или просто нам паспорт обратно вернут, а то как-то да. без паспорта мне на душе неприятно. Поехали за паспортом. Все, короче, паспорт обратно, смотрите, получил. Теперь я человек с паспортом, не бомж на Все, мопеде, теперь на пешком мотоцикле. ходим. Да, сейчас как бичи-туристы. как бичи туриста, а здесь же грязь везде. И вот она, горе. Сейчас, короче, кайфанем еще. Без средства передвижения. Зашли крайний раз пообедать с мамами, точнее поужинать. Поужинать. После столь приятного ужина мы отправились прогуляться по вечернему Непалу. Кстати, а вы знали, что это единственная страна, флаг которой такой необычной формы? Мы это узнали буквально перед вылетом. В Катманду в это время начинается настоящая жизнь. Он преображается и загорается тысячами огней. Этот вечер был настолько прекрасен, что мы, не заметив, дошли пешком до самого отеля, а это, извините меня, 8 километров пешком. Все, собственно, вот мы и прощаемся с нашим номером Deluxe. У нас номер был 304. Это я для себя на будущее, потому что мы еще хотим вернуться, да? Какая красота! Только посмотрите, это последнее любование этим потрясающим видом. Такси приехало быстро достаточно, да? Да, за буквально 3 минутки. Нам принесли ланчбокс, мы вчера попросили, потому что срочно Да. захотим кушать. Сейчас покушаем, и все. Я на самом деле хочу кушать очень сильно. Вот. Ты не надейся, там не пьют колбасы. Такой ланчбокс нам дали, то есть 2 сэндвича, непонятно еще с чем они. Ну, вроде что-то мясное, да? Не знаю. И 2 яблочка. И салфетку. Все, то есть... вот насчет ланчбоксов так себе Я скажу. думала, там еще кексик будет, какой-нибудь бананчик, может. Да, я думал, что-нибудь может быть с маслицем будет там, знаешь, ну как обычно, ложат там. Ну маленькое такое, ну ладно, да, в принципе. Убираем мусор за другими. Сейчас Еще пойдем. бы найти мусор. Еще бы найти мусор, куда? Здесь проблема. А, все. Отлично. Здесь проблема, по всему аэропорту нет ни одной мусорки. Ну что ж, друзья, подведем итоги по нашему путешествию в Непале, ведь мы сейчас находимся в международном аэропорту Трипхуван. Да, сейчас мы сделали подсчеты, сколько мы вообще потратили на эту страну, на Непал. И у нас вышло перелет, в долларах будем говорить, на двоих $315 из Дубая до Непала напрямую. А дальше отель вышел $289, это 6 ночей. Визы по прилету $30 с человека, итого $60 на двоих. Дальше и обычные расходы, это что касается аренда байка, еда. Это получается, смотрите, рестораны, в которые мы заходили, кафе, в которых мы кушали. Это все платные достопримечательности, мы их посетили, я скажу вам, ну, как минимум все. В Катманду и в Панаути даже доехали, то есть прям максимально. Да.
там такое по мелочи, бензин, лаундри, мы стирку отдавали. Бензин мы один раз заправили и все, и мы вернули еще полбака. Да, То есть, подаяние, ну такое, знаете, чаевые, это прям все у нас вышло $402. Да. Итого, если потратить ну, посчитать всю сумму за Непал, это $1066. Если в рублях, то... Ну, это, грубо говоря, переведи сейчас даже по курсу по сегодняшнему, прямо вот подытожим. В принципе, что я могу сказать, это было увлекательно и круто. За неделю на двоих $1000, это, в принципе, Ну, нормально. на сегодня это 96 600 рублей. 96 600 рублей. Нормально. 96 Ну, сотка, тысяч короче, в любом за неделю. случае. Никто не поменяет по этому Сейчас курсу. Египет да. цены по 200 тысяч путевки, Да, конечно. минимум без ничего. Ну, то есть еда вся включена, но Ну, там, экскурсии да, и так да, 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 далее, все на вас. Мы же здесь, то есть, могли и дольше оставаться. То есть, ну, за отель, если ты его берешь на больший срок, главное резервировать заранее, то он всегда выходит дешевле. Да, и здесь можно было еще меньше денег потратить, если, например, кушать только в местных кафешках, Да. не ходить типа в самые популярные, дорогие, не курить там кальян. Ну, то есть это зависит от каждого, соответственно, их траты, куда вы соберетесь и так далее. Да, ну это прям, я бы сказал, такой средний, даже чуть выше среднего отдых, за который вышло вот за вот все вот эти вот как бы моменты там с чаевыми $402 всего лишь. Но в следующем выпуске у нас с вами Индия. Я в предвкушении. Мы проедем через всю Индию на поездах, друзья. На поездах. Это то, чего все обычно боятся. Это то, куда нужно билеты, зараза, покупать Мы заранее. за месяц купили билеты Это нам на еще поезда. повезло Крупно. Первого класса, потому что все остальные, весь остальной трешняк были уже выкуплены за 4 месяца. Так что будет очень интересно. Оставайтесь с нами, подписываемся и ставим лайки. До скорых встреч!